Добрый день, друзья! В этом видео хочу заострить свое внимание на одной проблеме, о которой сегодня, 18 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». А проблема эта банальна: в столице перестало хватать трудовых мигрантов, число которых уменьшилось из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса примерно на 40%. Такая ситуация, со слов Собянина, сильно повлияла на занятость в городских службах. В связи с резким уменьшением количества мигрантов обозначились проблемы на рынке труда, особенно на временных должностях, связанных, к примеру, с уборкой снега. Это в основном ручной труд, сказал столичный градоначальник: лопата, метла, лом. Чиновник добавил, что зачастую россияне не готовы работать в таких условиях. Собянин назвал нехватку людей на строительных объектах главной проблемой, отметив, что на объектах недостает десятков тысяч людей. Но эта проблема, со слов Сергея Собянина, компенсируется механизацией рабочего процесса, а также привлечением к уличным работам людей из других регионов. Мэр уточнил, что ситуация вызвана пандемией коронавируса, из-за которой России пришлось закрыть международное авиасообщение. В результате тысячи граждан Таджикистана не смогли въехать в страну на заработки. Кроме того, многие иностранцы остались без работы на фоне сокращений. Сергей Собянин обозначил отсутствие трудовых мигрантов как одну из проблем в столице на данный момент, но, как заверил москвичей, московским властям удастся справиться с данной проблемой и ничего критичного не будет. По прогнозам столичного градоначальника, ситуация с мигрантами на стройках должна разрешиться в следующем году. Ранее экономист-проректор Российской экономической школы Максим Буев заявлял о положительном эффекте иммиграции и, в частности, о создании мигрантами новых рабочих мест, а не поглощении их. С его слов, именно приток мигрантов приводит к появлению новых работ на рынке. Это верно как для Западной Европы, так и для России. Особенно это заметно в строительстве, где первый эффект от наплыва мигрантов поначалу может быть отрицательным, но затем рост экономики перекрывает первоначальный отрицательный эффект от притока мигрантов и способствует росту зарплат, пояснил экономист. Отсутствие мигрантов повлияло на урожай бахчевой продукции и в моем городе. Так, арбузов в этом году в Астрахани было заметно меньше, чем в предыдущие годы, и это, как отметили бахчеводы области, не в последнюю очередь было связано с отсутствием рабочей силы из числа представителей Средней Азии, так как многие коренные астраханцы не привыкли работать на полях в период жаркого лета. На этом мое видео подошло к концу. Подписывайтесь на мой канал, и вы всегда будете в курсе всех главных новостей в России и мире. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.